Привет, друзья! Сегодня у нас сразу несколько громких тем, которые обсуждают по всей Европе и за ее пределами. Польша снова требует от Германии компенсации за Вторую мировую, и новый президент Кароль Навроцкий готов вынести этот вопрос прямо в Берлин и поставить этот вопрос ребром канцлеру Фридриху Мерцу. Тем временем в самой Германии обсуждают радикальные изменения в системе соцпомощи, а за океаном Дональд Трамп подал многомиллиардный иск против The New York Times. К этому добавляются неожиданные бартерные сделки между Россией и Китаем, новые невероятные планы Rheinmetall в оборонной промышленности Германии и переговоры Соединенных Штатов Америки и Китая о будущем TikTok. И даже свежая статистика зарплат сегодня показывает, что разрыв между Востоком и Западом Германии снова растет. Обо всем этом прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние события Германии и Европы. Итак, Польша вновь поднимает вопрос репарации от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что перед своим визитом в Берлин требует, чтобы Германия разрешила вопрос компенсации, который Польша оценила, внимание, в 1,3 триллиона евро. Эту оценку дала парламентская комиссия Польши в 2022 году. Ущерб учитывает разрушение, потери населения и экономики, считается именно таким. Со стороны Германии ответ звучит так. Юридический вопрос с репарациями считается закрытым. Такую позицию заявил спецпредставитель Берлина по делам Польши Кнут Абрахам, но Абрахам добавил, что существует модернизированный вариант ответственности Германии, который мог бы быть выражен не в денежной компенсации, а через поддержку в разных сферах, например, в безопасности, инфраструктуре и сотрудничестве. Напомню, Кароль Навроцкий избран 1 июня 2025 года с результатом 50,9% голосов против 49,1% и представляет партию «Право и справедливость», которая активно поддерживает идею репараций. Также широкое обсуждение вызвало высказывание Ярослава Качинского, лидера этой же партии, который заявил, что Германия несет историческую ответственность и что вопрос репараций до сих пор остается нерешенным. И это еще не все. Тим Клюзендорф, генеральный директор социал-демократической партии Германии СДПГ, призвал к радикальной структурной реформе системы соцобеспечения Германии. Он заявил, что весь комплекс социальных пособий, финансируемых за счет налогов граждан, должен быть объединен в единую систему, чтобы сделать ее понятной людям и сэкономить значительные средства. Клюзендорф говорит о таких пособиях, как гражданский доход, бюргергельд, жилищное пособие, детская надбавка, которая сейчас регулируется разными законами, разными ведомствами, и гражданам часто трудно понять, кто за что отвечает и на что они имеют право. Он предлагает установить четкие цели с промежуточными этапами, например, к 2035 году добиться, чтобы новая структура работала. По его словам, СДПГ готова к реформам. Поддержку ему оказала и Верена Штац, ответственная в немецком союзе по общественности и частной социальной помощи. Она говорит, что система стала настолько сложной, что люди почти не могут разобраться, какая помощь им положена и где ее оформлять. Большой административный и бюрократический вот этот груз усугубляется и нехваткой кадров. А дальше к международным новостям. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подал иск на газету The New York Times на сумму $15 миллиардов, обвиняя ее в клевете и распространении ложных сведений. По словам Дональда Трампа, газета на протяжении долгого времени публиковала материалы, которые, по его мнению, искажают информацию о нем и его семье, его бизнесе и движении «Сделаем Америку снова великой». Он также утверждает, что The New York Times в предвыборной кампании оказывала поддержку его сопернице Камале Харрис и называет это крупнейшим вмешательством в избирательную кампанию. К иску предъявлены конкретные обвинения. 3 статьи, опубликованные в 2024 году, и книга журналистов The New York Times, Сьюзанни Крейг, Расс Бютнер и других. The New York Times резко ответила, газета заявила, что иск судебно не обоснован и рассматривается как попытка запугать средства массовой информации и подавить независимую журналистику. Это не первое судебное дело Дональда Трампа против СМИ. Ранее он уже подавал иски против телеканалов CBS, ABC и других из-за критики и освещения его деятельности.
А дальше еще интереснее. Из-за западных санкций российская экономика снова вынуждена прибегать к старой практике бартеру, то есть обмену товарами без использования денег. Например, Россия меняет свою пшеницу на автомобили из Китая, льняное семя на строительные материалы и бытовую технику. Власти подробно подготовили методичку с правилами таких сделок, руководство для внешнеторговых бартерных сделок. В документе поясняют, что цель – ввести внешнюю торговлю без международных финансовых потоков. Причина – это серьезные финансовые санкции. Многие банки лишены доступа к системе переводов SWIFT, что усложняет международные платежи. Также китайские банки опасаются попасть под вторичные санкции за сотрудничество с Россией. Одно из таких бартерных соглашений – китайская фирма обменяла сталь и алюминиевые сплавы на судовые моторы. По условиям сделки китайская сторона оплатила автомобили в юанях, а российская – пшеницу в рублях. Эксперт Максим Спасский из Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей говорит, что рост бартерной торговли отражает давление санкций, потребность к ликвидности и стремление к выводу из зависимости от доллара. Точный объем бартерных сделок установить трудно из-за непрозрачности, но по данным специалистов, различия между официальными внешнеторговыми статистиками и данными таможни уже составляют около 7 миллиардов долларов за первое полугодие. И еще одна важная новость о военной промышленности Германии. Компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей вооружения в Германии, объявила о своих новых планах по многомиллиардному росту. Главный акцент на развитии морского направления бизнеса. Rheinmetall намерена в этом сегменте достичь оборота, внимания, минимум 5 миллиардов евро. Генеральный директор Армин Папергер заявил, что предприятия будут предлагать интегрированные решения оборонной техники из одного источника, то есть не просто комплектующие приборы или модуль, но целые системы. Аналитики банка Jefferies оценивают такое целевое назначение как важный этап на пути компании к укреплению ее стратегической роли в структуре оборонной промышленности Германии. Они поддерживают покупку акций Rheinmetall и считают морские направления ключевым драйвером будущего роста. Однако вместе с ростом приходят и риски. Акции Rheinmetall показывают большую волатильность, изменчивость цен до 48% в годовом выражении. Это значит, что вложения требуют выдержки и осторожности. Подытоживая, Rheinmetall намерена значительно расширить свой бизнес в морской обороне. Цель – выручка в сегменте минимум 5 миллиардов евро. Для инвесторов это может означать хорошие возможности, но также нужно быть готовым к высоким рискам. А дальше продолжение истории с TikTok. Соединенные Штаты Америки и Китай близки к соглашению по приложению TikTok, заявил президент США Дональд Трамп. Пока остается мало деталей, но ключевое. TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, должен либо быть продан, либо закрыт на американской территории до 17 сентября, то есть до сегодня, по требованию закона. Сейчас же обозначен формальный договор, который может предотвратить полный запрет. Трамп сообщил, что в ближайшие дни намерен поговорить с президентом Китая Си Цзиньпинем. По словам Трампа, есть определенная компания, которая бы хотела сохранить TikTok, потому что приложение пользуется популярностью среди молодых американцев. Одной из проблем остается именно контроль за алгоритмами и данными пользователей. США опасаются, что через ByteDance может быть влияние на контент или утечка чувствительной информации. При этом компания и ее владельцы отвергают эти обвинения. Если соглашение состоится, TikTok продолжит работу в Соединенных Штатах Америки на новых условиях, возможно, с передачей части прав американским инвесторам или изменениями в управлении. А дальше новость Германии с интересной статистикой личных финансов граждан страны. В Германии разница в зарплатах между восточными землями и западной частью страны снова увеличивается. По данным за 2024 год, средняя годовая брутто-зарплата до вычета налогов у работников, занятых на полную ставку, в старых западных землях составляла, внимание, 63 999 евро, а в восточных землях всего лишь 50 625 евро. То есть разница 13 374 евро, что почти на 21% меньше. Для сравнения, в 2023 году эти цифры были соответственно 60 798 евро на Западе и 48 023 евро на Востоке. То есть разница тогда составляла 12 775 евро. Самые низкие средние зарплаты по полной ставке сейчас в земле. Внимание! Саксония-Анхальт 46 708 евро и в Тюрингии 46 720 евро. А самые высокие в Гессене 62 915 евро и в Гамбурге 62 517 евро.
Критики, в том числе Союз Сары Вагенкнехт, называют ситуацию постыдной, учитывая, что прошло уже 35 лет после объединения Германии. Экономист Стефан Мюллер из Института экономических исследований Восточной Германии говорит, что хотя рост зарплат есть, он приблизительно одинаковый и на Востоке, и на Западе, около 5,3-5,4% в год. Но разрыв не сокращается, потому что базовая разница остается большой, а производительность компаний в восточных землях пока ниже. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.